Представьте себе, вы рыбачите в открытом море, когда вдруг сеть становится необычно тяжелой. Вы с трудом вытягиваете улов и видите нечто, что не должно существовать. Рыба с человеческими зубами. Существо без глаз. Нечто полупрозрачное, словно сделанное из стекла. Иногда океан выбрасывает на берег странные останки, которые не поддаются объяснению, а иногда монстры глубин попадаются в сети живыми. Сегодня мы расскажем о самых жутких существах, пойманных рыбаками. Некоторые из них известны науке, но выглядят так, словно пришли из кошмаров, а другие до сих пор остаются загадкой. 13 лет назад рыбаки у берегов Мексики вытащили из воды нечто, что напоминало существо из научной фантастики. Оно было бледно-белым, почти прозрачным и не имело привычных глаз. Вместо них одна единственная глазница, словно у циклопа. Рыбаки сделали несколько снимков, но быстро избавились от пугающей находки. Позже ученые определили, что это эмбрион акулы, страдающий редчайшей мутацией – циклопией. Такие существа крайне редко попадаются людям, ведь в дикой природе они почти не выживают. Но иногда аномалии добираются и до берегов. Например, как вследите в следующей истории, где океан выбросил нечто по-настоящему гигантское. На одном из пляжей Индонезии появилось нечто огромное и разлагающееся. Его длина превышала 50 футов, тело было покрыто слизью, а запах был настолько ужасным, что местные жители боялись подходить близко. Находка выглядела настолько странно, что люди не могли понять, что это – гигантский кальмар, кит или нечто неизвестное. Эксперты тоже не пришли к однозначному выводу. Однако это было далеко не первое существо, ставшее загадкой для ученых. В 1953-м рыбак Альфред Глассел отправился на рыбалку у берегов Перу. Его целью был крупный марлин, но то, что он увидел в воде, было гораздо больше его ожиданий. Под лодкой скользила гигантская тень, и когда приманка коснулась воды, существо резко рванулось вверх. Началась ожесточенная борьба. 2 часа Альфред держал удочку, пока существо не вырвалось на поверхность. Это оказался черный марлин весом более 1558 фунтов. Самый крупный представитель этого вида, когда-либо пойманный человеком. Рыба была настолько огромной, что потребовалась помощь нескольких человек, чтобы поднять ее на судно. Но если марлины хоть и редки, но известны, то некоторые рыбы выглядят так, словно никогда не должны были существовать. В 2015-м у берегов Новой Зеландии рыбаки выловили нечто, что выглядело так, словно было сделано из стекла. Существо было полностью прозрачным, и через его тело можно было видеть внутренние органы. На вид нечто инопланетное, но на деле это оказалась редкая глубоководная рыба-солпа. Однако необычным было не только это. Рыбаки утверждали, что существо было гораздо крупнее известных экземпляров. Возможно, это новая разновидность. Или же в глубинах океана обитают куда более жуткие создания, которые нам еще только предстоит увидеть. В 2020 году рыбак из американского штата Нью-Йорк поймал нечто настолько странное, что сперва подумал, будто у него галлюцинации. Рыба, извивавшаяся у него в руках, имела не один, а 2 рта. Верхний был обычного размера, а второй находился прямо под ним и выглядел так, словно вырос в результате неудачного эксперимента. Фото необычного улова быстро разлетелось по интернету, а биологи объяснили феномен врожденной мутации или травмой, зажившей причудливым образом. Однако в сети появилось множество других снимков рыб с подобной аномалией, что заставило задуматься. Возможно, такие существа встречаются гораздо чаще, чем мы думаем. Но если мутация с 2 ртами объяснима, то следующий улов поставил в тупик даже ученых. В 2016-м на побережье Аляски местные жители обнаружили огромную тушу, наполовину вмерзшую в лед. Она выглядела настолько странно, что сперва ее приняли за труп касатки или крупного кита. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно – это нечто другое. У существа была длинная шея, массивные ребра, а его голова не напоминала ни одно известное животное. Останки вызвали оживленные дискуссии в интернете, ведь многие сравнили их с плезиозавром, доисторическим морским хищником. Ученые же предположили, что это разложившийся труп крупного морского животного, но отсутствие точного ответа оставило место для множества теорий. В 2007-м японские рыбаки неподалеку от побережья Сидзуоки наткнулись на существо, которое, казалось, приплыло из далекого прошлого. Оно имело удлиненное тело, странные зубы и кожистые плавники. Рыбаки поспешили связаться с океанологами, и через несколько часов на судно прибыла исследовательская группа. Оказалось, что рыбаки поймали редчайшего представителя древнего вида – акулу-гоблина. Эти существа живут на глубине более 4000 футов и редко попадаются человеку. Внешне они действительно напоминают
напоминают доисторических монстров. Вытянутая челюсть, которая может выбрасываться вперед, и полупрозрачная кожа, позволяющая видеть внутренние органы. Однако этот экземпляр отличался от других. Он был гораздо крупнее и имел странную пигментацию. Возможно, эволюция глубинных обитателей идет по пути, который мы еще не понимаем. Но иногда рыбаки встречают нечто, что на первый взгляд кажется гигантским и зловещим, а на деле остается загадкой даже для ученых. В 2015-м на побережье Японии нашли нечто, что больше напоминало существо из фильмов ужасов, чем реальное животное. Его тело было покрыто жесткой кожей, глаза были большими и мутными, а зубы напоминали осколки стекла. Существо наполовину вмерзло в лед, что делало его еще более пугающим. Оказалось, что это редкий вид рыбы-панкейка, обитающий на большой глубине. Однако размер этой особи был в 2 раза больше стандартного. Исследователи выдвинули гипотезу, что это может быть результатом радиоактивного загрязнения или неизученной мутации. В любом случае, таких существ люди видят крайне редко. Но иногда очередной улов лучше и не видеть вообще. Однажды рыбаки из Нидерландов вышли в море, ожидая обычного улова. Но когда они подняли сеть, их охватил настоящий ужас. Среди трепещущей рыбы было нечто, что выглядело почти человеческим. Маленькое существо с крошечными ручками, округлой головой и странно знакомыми чертами лица. Оказалось, что рыбаки поймали редчайшего сиамского близнеца морской свиньи. Маленького кита, обитающего в прибрежных водах Европы. Такое отклонение встречается крайне редко, а среди китообразных практически никогда. Ученые, изучившие фотографии, заявили, что это первый задокументированный случай подобной мутации. К сожалению, существо было мертвым, но его существование заставило задуматься, сколько еще подобных аномалий скрывает океан. И что, если следующий кошмарный улов окажется живым? Рыбаки у берегов Мексики вытащили из воды нечто, что напоминало существо из научной фантастики. Это было странное существо, полностью черное, с огромной пастью, усеянной иглообразными зубами. Но самым жутким было то, что у него не было глаз. Позже эксперты выяснили, что это редчайший глубоководный удильщик, рыба, использующая биолюминесцентный отросток на голове для привлечения добычи. Однако этот экземпляр оказался уникальным. У него был мутационный дефект, из-за которого он вообще не имел глаз. Это означало, что он ориентировался исключительно по волнам давления и запахам, что делает его идеальным охотником. Но если слепые монстры океана могут пугать, то представьте, что происходит, когда неизвестные существа появляются не в глубинах, а прямо на берегу. Китайские рыбаки вытащили из воды рыбу, у которой были лапы. Вместо обычных плавников она обладала конечностями, напоминающими когтистые лапы земноводного. Существо шевелило ими так, словно могло ходить по дну. Позже ученые определили, что это редкая рыба-жаба, но рыбаки утверждали, что их улов выглядел иначе, массивнее и с более развитыми ногами. Возможно, это мутировавший экземпляр. А может, признак эволюции? Впрочем, этот улов был еще не самым жутким. В 2017 году на берегу после урагана обнаружили нечто, что выглядело как настоящий морской демон. После разрушительного урагана Харви 2017 года на побережье Техаса нашли странное существо, напоминающее гибрид рыбы и змеи. У него была удлиненная пасть, забитая острыми зубами, а его кожа казалась изношенной и обесцвеченной. Эксперты предположили, что это редкий глубоководный угорь-пожиратель, который оказался выброшен на берег из-за сильного шторма. Но даже среди подобных существ встречаются такие, которые могут поразить даже самых опытных рыбаков. В 2018-м в сети индонезийских рыбаков попалось существо, которое они сперва приняли за огромную акулу, но, присмотревшись, поняли — это нечто другое. Обтекаемая форма, крупные зубы, странные выступы на теле. Позже эксперты определили, что это был редкий вид латимерии, рыбы, которая считается живым ископаемым. Эти существа появились более 400 миллионов лет назад и считались вымершими, пока в 20 веке их снова не обнаружили у берегов Африки. Однако экземпляр, пойманный индонезийскими рыбаками, выглядел иначе. Его размеры превышали известные образцы, а расцветка была необычной. Это был мутант, новый подвид, или же в океане все еще скрываются настоящие реликты прошлого? На этот вопрос ответа пока нет, но следующая находка показала, что иногда загадки океана выходят далеко за пределы воды. У берегов Австралии рыбаки выловили нечто, что поначалу приняли за странного осьминога. У существа было длинное тело, полупрозрачная кожа и 2 конечности, напоминающие руки.
Рыбаки с изумлением наблюдали, как эти руки двигались независимо от тела, сгибаясь в суставах, словно у человека. Когда существо передали ученым, они определили, что это редкий вид рыбы-глубинника, обитающий на огромных глубинах. Однако даже среди подобных видов этот экземпляр выделялся. Ученые до сих пор спорят, была ли это рукоподобная мутация случайной, или же это влияние радиационного загрязнения вследствие катастрофы на атомной станции в Фукусима, Япония. Но иногда самые пугающие находки скрываются не под водой, а выбрасываются на берег. Одна из таких находок в 2020 году до сих пор остается без ответа. На берег Шотландии выбросило нечто, что быстро собрало вокруг себя толпы зевак. Существо выглядело так, словно его вытащили из фильма ужасов. Огромные кости, длинная пасть, рваная плоть, покрытая водорослями. Некоторые очевидцы утверждали, что останки напоминали легендарного лохнесского чудовища. Другие настаивали, что это древний морской хищник. Биологи попытались объяснить находку, предположив, что это разложившийся кит или акула, но структура костей вызвала вопросы даже у экспертов. Увы, время и вода слишком сильно повредили тушу, чтобы дать точный ответ. Возможно, океан выбросил на берег одно из своих самых старых тайн. Но если скелеты еще можно как-то объяснить, то следующий случай заставил рыбаков сомневаться в реальности. Ведь их улов улыбался им человеческими зубами. Американский рыбак поймал существо, которое буквально напугало его до дрожи. Это была рыба с идеально ровными зубами, которые выглядели как человеческие. На первый взгляд, нечто из фильмов ужасов. Позже выяснилось, что это паку, редкая пресноводная рыба, родственница пираньи, которая имеет зубы, похожие на человеческие. Обычно она встречается в реках Южной Америки, но этот экземпляр был пойман в Северной Каролине. Возникает вопрос, как рыба из Амазонки оказалась в другом полушарии? Кто-то выпустил ее в дикую природу или она каким-то образом мигрировала? В любом случае, даже самые необычные рыбы не вызывают такой страх, как нечто огромного и древнего, скрывающееся в темных глубинах. Следующая история о легендарном создании, которое считалось мифом, пока не попалось в сети. У берегов Португалии исследовательское судно выловило редчайшее существо – акулу, которую до этого никто не видел живьем. Ее тело было удлиненным, с устрашающими глазами и заостренной пастью, полной мелких зубов. Это оказалась химеровая акула, глубоководное создание, которое на протяжении миллионов лет оставалось почти неизменным. Такие существа редко попадаются человеку, так как живут на глубине более 2000 футов. Рыбаки, увидев улов, долго не могли поверить, что держат в руках призрак океана. Но если акулы-призраки хотя бы известны науке, то следующее существо поставило под сомнение саму границу между земной и водной жизнью. У побережья Филиппин местные рыбаки выловили странное существо, которое выглядело так, словно с него содрали кожу. Оно было розоватым, с обнаженными мышцами и странными наростами. При этом оно двигалось, словно пыталось выбраться из сети. Ученые, изучив находку, пришли к выводу, что это редкий вид глубоководного угря, у которого полностью отсутствуют пигменты и чешуя. Однако некоторые особенности тела не совпадали ни с одним известным видом. Возникли предположения, что это может быть либо неизвестный вид, либо мутант, появившийся в результате загрязнения окружающей среды. Так или иначе, глубины океана хранят еще много секретов. И самый страшный из них – тот, что до сих пор не получил объяснения. На берег испанского города Вильявисиоса выбросило останки существа, которое не поддавалось идентификации. Оно имело длинное змеевидное тело, покрытое странными лоскутами кожи, и напоминало нечто среднее между драконом и угрем. Эксперты пытались определить его вид, но ни одно известное существо не подходило под описание. Тушу быстро забрали ученые, но точного ответа, что же это было, так никто и не получил. Вскоре появились слухи, что останки таинственно исчезли, а официальные отчеты оказались запутанными и противоречивыми. Возможно, это действительно был мутировавший морской хищник или существо, о существовании которого мы даже не подозревали. Вот и финал. Этот список странных и пугающих находок лишь доказывает, что океан скрывает еще множество секретов. Может, следующий невероятный улов окажется еще более шокирующим.